Ни для кого не секрет, что двухтактные двигатели мотоциклов при том же объеме, что и четырехтактные, выдают практически вдвое больше мощности, которую во времена этих монстров было довольно сложно обуздать. Сегодня вы увидите топ-15 самых мощных двухтактных мотоциклов из различных классов. Открывает выпуск знаменитый Kawasaki H1 Match 3, появившийся в 1969 году. Его сердцем является трехцилиндровый двигатель объемом 498 кубических сантиметров, который выдает 60 лошадиных сил максимальной мощности на 7500 оборотов в минуту и 56 ньютон-метров крутящего момента на 7000. Максимальная скорость составляла 200 км в час. Резкий двигатель с относительно слабой подвеской, тормозами и рамой дали прозвище аппарату «вдоводел». Основной навык вождения на нем живых ездаков – это чрезвычайно аккуратная работа ручкой газа. Следующий мотоцикл просто поражает своими характеристиками. Это Suzuki RGV 250 Gamma. Гоночная копия, основанная на 250-кубовых GP-байках Suzuki, участвующих в гонках с 87 по 98 год. Этот малыш оснащается 249-кубовым V-твином жидкостного охлаждения, из которого инженеры Suzuki в последних версиях спортбайка выжили аж 61 лошадиную силу на 11 тысячах оборотов в минуту и 40 ньютон-метров крутящего момента на 8000. А версия SP выдавала вообще под 70 лошадиных сил. При снаряженной массе в 164 килограмма эта пулька разгонялась до 200 км в час, а 1/4 мили проходила за 12,5 секунд. Далее у нас идет одноцилиндровый монстр Honda CR500R, которая появилась в 1984 году и пришла на смену мотоциклу CR480R. Мотоцикл представляет собой самый мощный кроссовый аппарат, выпущенный компанией Honda за всю свою историю. Он оснащался двухтактным двигателем воздушного охлаждения объемом 491 кубический сантиметр, который выдавал 64 лошадиные силы мощности и 77 ньютон-метров крутящего момента. С 1985 года силовая установка получила уже жидкостное охлаждение. В 1983 году была представлена первая кроссовая модель для открытого класса от Kawasaki KX500. Силовая установка воздушного охлаждения объемом 499 кубических сантиметров выдавала сумасшедший по тем временам 65 лошадиных сил максимальной мощности. Однако затем, получив новый двигатель жидкостного охлаждения, мощность снизилась до 63 лошадиных сил. Но в 1986 году инженеры Kawasaki компенсировали это, добавив первыми в классе свой фирменный мощностной клапан, который улучшил производительность. Их мотоцикл сразу принес первую победу в соревнованиях. KTM MX500, который появился в 1985 году.
Эта модель является лидером по мощности в открытом классе конца 80-х, начала 90-х годов. Мотоцикл оснащается легким двухтактным двигателем с жидкостным охлаждением. Силовая установка объемом 498 кубических сантиметров весила всего 25 килограмм и выдавала 65 лошадиных сил максимальной мощности на 6000 оборотов в минуту и 80 ньютон-метров крутящего момента на 2000. Двигатель был взрывным с низов и до середины, прежде чем начинал слегка сужаться на максимальных оборотах. КТМ 500 MX считался не только самым мощным в классе, но и самым быстрым. Aprilia RS 250 впервые появилась на свет в 1994 году. Эта серийная модель воплотила в себе передовые достижения в области мотоспорта и быстро завоевала всеобщее уважение и почет. Мотоцикл комплектуется двухтактным V-образным двигателем от Suzuki RGV 250, который итальянцы слегка доработали, после чего он стал выдавать 70 лошадиных сил мощности уже в стоке. А если пересчитать этот показатель на литр объема, то выходит 280 лошадиных сил. Однако мотоцикл позволял легко увеличить стоковые 70 лошадок путем небольшого тюнинга. При этом снаряженная масса спортбайка всего 140 килограмм. В 1972 году началось производство 750-кубового байка Suzuki GT 750 с жидкостной системой охлаждения двигателя. Это стало своеобразным ответом компании на супербайк Honda CB 750. Мотоцикл быстро завоевал репутацию надежной и быстроходной машины, отлично приспособленной для дальних поездок. Модель оснащалась трехцилиндровым 738-кубовым двигателем, выдающим 72 лошадиные силы при 6500 оборотов в минуту и 83 ньютон-метра крутящего момента на 5500. Максимальная скорость составляла 200 км в час. Honda NS 400R. Этот двухтактный спортбайк стал копией гоночного Honda NS 500, на котором в 1983 году 21-летний Фредди Спенсер стал самым молодым чемпионом мира. Мотоцикл оснащается трехцилиндровым двигателем с жидкостным охлаждением необычной конфигурации V3. Он имеет объем 378 кубических сантиметров. Два передних цилиндра расположены горизонтально, а третий цилиндр расположен вертикально. Максимальная мощность V-образной тройки составляет 72 лошадиные силы на 9500 оборотов в минуту и 50 ньютон-метров крутящего момента на 8500. У 500-кубового оригинала для сравнения 123 лошадиные силы и 78 ньютон-метров крутящего момента. Точных данных о разгоне от 0 до сотни нет, однако при сниженной массе в 183 килограмма 1/4 мили спортбайк проезжал за 13 секунд, развивая при этом скорость в 164 км в час. Максимальная же скорость составляет свыше 200 км в час. В 1972 году появился флагман трехцилиндровой серии Kawasaki H2 750 Mach 4. После выхода эта модель привлекла к себе большое внимание мотожурналистов и поклонников мототехники,
так как мотоцикл был первым серийным байком, который мог проехать 1/4 мили менее чем за 12 секунд, разгоняясь при этом до 168 км в час, а его максимальная скорость превышала 200 км в час. 748-кубовая силовая установка выдавала 74 лошадиные силы и 77 ньютон-метров крутящего момента. Kawasaki H2 750 входил в число революционных мотоциклов, и долгое время байк считался самым спортивным и агрессивным на улице. Самый мощный серийный одноцилиндровый мотоцикл Maika 700, который также известен как ATK 700. Так как семейные проблемы привели к распаду Maika в середине 80-х, то все права перешли к голландской компании. Его двухтактный 684-кубовый двигатель выдавал сумасшедшие 82 лошадиные силы. При этом сухой вес мотоцикла составлял 101 кг. После появления Maika 700 многие боялись не то чтобы ездить на нем, а даже просто завести. В 1984 году компания Yamaha выпустила свой флагман — гоночную реплику Yamaha RD500 LC YPVS, она же RZ500, а в Японии этот мотоцикл продавался под названием RZV500R. Двигатель модели имеет 4 цилиндра, расположенных V-образно с развалом в 50 градусов, и выдавал 88 лошадиных сил максимальной мощности на 9500 оборотов в минуту и 67 ньютон-метров крутящего момента на 8500. Японская версия RZV500R была задушена до 64 лошадиных сил в соответствии с японским законодательством. RD500 представлял собой легкий и мощный спортбайк весом 173 кг, который легко разгонялся до 240 км в час. Suzuki RG500 Gamma. Это реплика гоночного мотоцикла Барри Шина, который побеждал в мировых чемпионатах. И именно оттуда пришел этот удивительный квадратный двигатель. Силовая установка выдавала сумасшедших по тем временам 95 лошадиных сил и 72 ньютон-метра крутящего момента. Дорожный вариант RG500 Gamma производился только 3 года, с 85 по 87. Всего было выпущено 9284 подобных байка. И несмотря на то, что к середине 80-х в широкой продаже уже давно были привычные сегодня четырехтактные четырехцилиндровые мотоциклы, настоящими спортсменами считались именно двухтактники, как у чемпионов. Ведь мощность этой реплики всего на 8 лошадиных сил была меньше, чем у гоночного болида Барри Шина. Впервые представленная в 1997 году Bimoto 500 V2 сразу же произвела фурор. Старейшей итальянской фирме удалось создать двухтактный мотор с непосредственным впрыском топлива. Его рабочий объем составлял 499 кубических сантиметров. Он выдавал 105 лошадиных сил на 9000 оборотов в минуту и 90 ньютон-метров крутящего момента на 8000.
Сухая масса мотоцикла составляла 176 кг. Бак вмещал нетипичные для класса 20 литров топлива. Bimoto 500 Widuo был способен разогнаться до 270 км в час. Однако эту модель преследовали неудачи из-за дефектов в системе впрыска, и через год производство спортбайка прекратили. Компания Zutter представила двухтактный гоночный мотоцикл Zutter MMX 500. Швейцарский производитель создал истинную трековую машину, которая является современным отображением гоночных байков прошлого. Мотоцикл оборудован двухтактным четырехцилиндровым V-образным двигателем с рабочим объемом 576 кубических сантиметров. Максимальная мощность этой фантастической силовой установки составляет 195 лошадиных сил при 13 тысячах оборотов в минуту. Стоит отметить, что сухой вес гоночного снаряда при этом равен всего 127 кг. Таким образом, удельная мощность Zutter MMX 500 составляет 1,5 лошадиные силы на 1 кг. Мотоцикл выпущен ограниченной партией в 99 штук. Его цена составила $125 тысяч. Однако Zutter MMX 500 все же не удалось превзойти короля двухтактных мотоциклов по мощности, который создала, естественно, Honda. Да, это не серийная модель, а трековый болид Honda NSR 500, поэтому он не относится к нашему списку, но короля, как говорится, надо знать в лицо. Злейший супербайк выпускался с 1984 по 2002 год. Его мощнейший четырехцилиндровый V-образный двухтактный двигатель объемом всего 498 кубических сантиметров в последней версии 2000 года выдавал аж 200 лошадиных сил на 14 тысячах оборотов в минуту, а крутящий момент составлял 106 ньютон-метров. И это при массе, внимания, в 135 кг. Неудивительно, что байк разгонялся до 100 км в час за 2 с небольшим секунды, а максимальная скорость превышала 300 км в час. А теперь представьте, если бы Honda сделала бы просто литровую версию этого монстра, мощность которого, по идее, должна была быть уже около 400 лошадиных сил.